Приветствую вас, друзья! Как заявил Путин, санкции, которые западные страны ввели против России из-за ее вторжения в Украину, все-таки наносят ущерб экономике России. Блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился. Но все-таки ущерб он нам наносит. Эти действия, ограничения, они наносят ущерб нашей экономике. Санкции затронули практически все отрасли, включая и автомобилестроение, в результате чего российский рынок покинули такие производители автомобилей, как Volkswagen, Renault, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Ford, Scania, Mazda, Honda, Hyundai, Seat, Lamborghini, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Nissan, MAN, Volvo, Bentley, Rolls-Royce. И это далеко не весь список. Ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились, и находятся до сих пор еще и за рубежом. И в силу известных обстоятельств и причин многие такие связи сегодня оказались разорванными. Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно. К тому же запчасти и комплектующие к этим и к другим автомобилям также в Россию поставляться не будут. Теперь, ребята, по всей России будем заливать вот такой антифриз, вернее это сол, заливать вот такое масло. Максимум, что будет еще вот такая смазка. Все, ребята, это шинтец. Больше у нас ничего нет. В правопреемнице СССР остались преимущественно китайские автопроизводители, такие как Chery, Geely, JAC и так далее. А также российский АвтоВАЗ, который российским и назвать тяжело, ведь многие комплектующие импортного производства. У нас действительно нету автомобильных заводов, у нас действительно нету заводов по выпуску комплектующих, у нас действительно нету инженерной конструкторской школы, и у нас действительно нету автомобильной промышленности. С начала года выпуск автомобилей в России снизился в 25 раз, а рабочие места в связи с закрытием автосборочных заводов потеряли или потеряют до 3 миллионов человек, которые работали в автопроме и смежных отраслях. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, которые и автомобилями назвать тяжело, теперь лишились базовых необходимых компонентов. Самые популярные российские модели Гранта, Веста и Ларгус теперь выпускаются без подушек безопасности, а также без АБС. Системы, предотвращающие блокировку колес при торможении с целью сохранения устойчивости и управляемости автомобиля. Также новые ВАЗы не комплектуются так долго внедряемой системой Эра ГЛОНАСС. И угадайте почему. Правильно, она в себя включает импортные комплектующие. Про коробку автомат на российских автомобилях можно забыть, ведь они тоже импортные. Сейчас импортные комплектующие в дефиците, и потому новые модели представляют собой максимально возможную локализацию. В комплектации упрощенной Гранты не найти антиблокировочной системы тормозов, подушки безопасности водителя, системы экстренного оповещения Эра ГЛОНАСС. Еще есть информация, что у этой Гранты будет старый руль от Калины, которую уже не делают. Блин, руль, конечно, это нечто. Его даже противно трогать. То есть, по сути, российский автопром откатился до уровня 80-х годов. Но это только по комплектации и по качеству. А вот по цене как раз наоборот. Ценники на эти ведра явно завышены в несколько раз. 1.6, 106 лошадок, механика, 1,5 миллиона. Лада Веста седан классик, 106 лошадок, 1 230 000. 106 лошадиных сил, механика, 1 602 000, 1 603 000 даже. Нива Travel, 80 лошадей, 1.7, механика, 1 540 000.
Кроме этого, при покупке российских чудо-автомобилей покупатель обязан подписать 2 новых документа. В первом сказано, что систему Эра ГЛОНАСС придется докупать владельцу самостоятельно за свой счет, когда их производство наладится. Во втором говорится о том, что покупатель полностью согласен с тем, что на этом недоавтомобиле он не сможет выехать за пределы России. Исключение Беларусь, где также понизили минимальные нормы экологичности и безопасности. Конечно же, в Европе на таком ведре с болтами двигаться запрещено, потому что без подушек безопасности создается опасность водителю и пассажирам, а без АБС создается опасность и другим участникам дорожного движения. Но российские власти не заботятся о безопасности своих граждан и без проблем разрешают выпуск и эксплуатацию этих брычек. Вот так вот великий стратег, комбинатор и многоходовочник постепенно, шаг за шагом уничтожает целые отрасли, и миллионы людей остаются без работы. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия.